Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Приветствую нашу с вами аудиторию. Напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист, гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич приглашает». Там, кстати, много всего интересного, в том числе вот последняя моя там публикация, программное мое интервью ведущему бизнес-порталу, где очень серьезные вещи заявлены. В общем, переходите, интересуйтесь, а поинтересоваться я для начала хочу у вас событиями, которые, кажется, бьют ключом. И, я не устаю удивляться режиссуре происходящего. Значит, сегодня заявлен Валдай, выступление Путина. Да? Да. Все о нем мы тоже поговорим, что это может быть, потому что Кремль сохранял, такое благостное молчание, а именно это благостным молчанием можно и назвать, несмотря на вот эти все волны, которые поднимались из-за океана, Трампом персонально, и разного рода хором, скажем так, радующихся и восклицающих необыкновенное, вот это вот переобувание в воздухе и так далее, то, что мы наблюдаем последние недели-полторы. Но в это же время проходит в Копенгагене саммит лидеров ЕС. Туда едет Зеленский, Ермак целуется с премьер-министром Дании. Этот поцелуй с привкусом дронов, наверное, да, и новых производственных мощностей. Нет, это поцелуй с привкусом ракетного топлива, которое будет производиться там на военной базе в Дании. Завод дронов ракетного тоже... топлива для ракет «Фламинго». Подождите, «Фламинго» фламингами, да, а тут же именно в Дании завод бизнес-партнера Зеленского Минтича, да, Fairpoint, который... Вон вы куда. Который, собственно, открывает новые горизонты для распила европейских и западных денег. Но это субъективное мнение, это, скажем так, впечатление от происходящего. Но на самом деле сейчас же стоит очень ключевой и острый вопрос. Орбан выходит и говорит: Европа готова к войне. А с кем? С Россией? Так были же не готовы. Но на этом саммите в Дании решительность демонстрируют. А в чем? Действительно ли союзники становятся по-настоящему союзниками для Украины? Значит, союзников у Украины нет на самом деле, а есть те, кто ее в той или иной степени и для тех или иных целей использует. Как некий временный расходный материал, который позволяет за счет трат по стороне Украины решить какие-то свои проблемы. Вот, собственно, эти люди и собираются периодически, но что при этом происходит? Им многое хочется еще получить от конфликтов, в которые втянулась Украина, такого самоубийственного во многом конфликта сейчас. Да? Очень хочется многое получить, но при этом, чтобы самим за это ничего не было. И вот европейские лидеры, они пытаются какую-то здесь золотую середину найти. То есть свое мы берем, но не дай бог потом что-то прилетит. Отсюда, если что-то можно отложить, и если есть какие-то сомнения, а вдруг все-таки нас найдут и нам достанется, вдруг, например, за государственными деньгами, которые мы увели у бюджета России, придут государственные люди, а они, я вам гарантирую, точно придут. Вот с первыми же залпами победных салютов уже по окончанию войны за государственными деньгами придут государственные люди. Вот. Понимая это, хотя публично они это и не признают, тянут время и не торопятся конфисковывать замороженные в Европе российские государственные активы. И не заморозят, это точно. Но тут важна ведь картинка. Да, нужно же подбодрить того, чей народ приносит в жертву. Я имею в виду в данном случае Зеленского. Поэтому картинные совершенно сюжеты вот с этими ритуальными встречами, с этими объятиями, вот так вот по медвежьи, так вот обхватывая, с поцелуями, с улыбками, с похлопыванием по плечу, с коллективными снимками, с сборами какими-то за столом, где делают все озабоченные лица специально для протокольной съемки. После этого ничего.
но картинки должны постоянно появляться, чтобы своим избирателям объяснять, что ты мотаешься по 10-15 раз в Киев, когда у тебя собственные граждане не могут тебя дождаться. Точнее так, не могут дождаться твоего достаточного внимания и твоих бюджетных каких-то жестов в их пользу. Вот вся эта европейская большая суета с бесконечной чередой объятий и поцелуев, которые уже пародийное совершенно впечатление производят, они слишком часто следуют, они слишком часто встречаются и обнимаются. Ребята, так нельзя. Надо как-то ввести это в какие-то нормы приличия. Вы же понимаете, что все это отрыжку уже вызывает. Но они пока не понимают. Они сами себе в этой роли нравятся. Не будет никакого союзничества у европейцев, не только стратегического, об этом бессмысленно даже говорить, у европейцев с нынешней Украиной, но и даже тактического не будет, потому что не найдут денег, не решатся на какие-то радикальные меры. Сейчас вот еще одна радикальная мера возникла, позже коснемся, это вот морское пиратство. Да, не решатся на радикальные меры, остановятся на полпути, будут перекладывать друг на друга финальную ответственность. И самое главное, на что они будут рассчитывать, или удастся Трампа во все это втянуть, и тогда вместе с Америкой можно рискнуть и попробовать, но под ее щитом. А если не удастся Штаты втянуть при Трампе, то протянуть время за счет Украины, на год, на два протянуть время за счет Украины, как-то там у себя перестроить бюджеты, убедить собственное население, забудьте про нормальный образ жизни, забудьте про тот комфорт, который был многолетним у вас и уже стал привычным. У нас будет суровая жизнь. Мы будем петь регулярно, собираясь там где-то в подвалах в Брюсселе, Париже и Берлине. Суровые годы проходят и так далее. За ними другие приходят, они будут еще труднее. Вот что-то такое произойдет, но вот там страшная угроза наползает с востока, и мы вас от нее защитим, мы знаем как. Вот они будут все это транслировать своим избирателям, пытаясь удержаться у власти и дождаться, пока Дональд Трамп, которого не удалось втянуть в войну, уйдет там в Штатах, сдуется и уйдет. Сдуется после 26 года, промежуточные выборы в Конгресс, потеряет там одну из палат как минимум, а потом сдуется окончательно, значит, соответственно, в 28 году, придет демократическая партия, спаситель, лидер коалиции демократов глобальной и снова поведет в бой на коалицию автократов, а над Белым домом в Вашингтоне взойдет ослепительная белозубая улыбка Камалы Харрис. Жизнь вернется, все будет опять как при дедушке Байдене. Вот на это рассчитывает эта самая элита байденовского призыва и соросовского разлива, который пытается выжить, как минимум, выжить сейчас в Европе. Союзники из них хреновые, ребята, нечего на них рассчитывать. Ну, погодите. А почему Трамп не предпринимает никаких действий, чтобы сработать на опережение? Он же сейчас риторически подыгрывает как раз-таки вот этому кругу. Причем даже вот парадоксально, да, выступление перед генералами Трампа уже как бы переложили в уста спикер палаты Джонсон и конгрессвуменка из демократического лагеря. Они вот общаются, что говорит: боже, мол, вы это слышали, там соперники смеются над нами, что происходит? Короче, Трампа подмывают и атакуют, а он ничего с ними не делает, абсолютно. Наоборот, вот этот шатдаун, да, ведь тоже больше пиара. Приглашает демократов из Сената и из Палаты представителей, сажает их, показывает свои кепки 28-й год. Ну, такая какая-то дикая популистическая игра. А шатдаун там рискует 15 миллиардов в месяц, да, как бы немножко облегчить карманы бюджета Соединенных Штатов Америки. Тут с шатдауном ситуация, давайте мы извинимся перед нашими слушателями, чуть-чуть будет цифр,
и чуть-чуть история финансовая скучная, но для понимания того, что происходит сейчас с Америкой, она очень важна. Ну, дело в том, что, да, действительно огромный госдолг. Огромный госдолг. Сейчас по порядку он приближается уже к 37 триллионам долларов. Да? 37 триллионов. Причем он за истекший финансовый год с сентября 24 по сентябрь 25 он на триллион увеличился. Точнее так, он на 2 триллиона, простите, на 2 триллиона увеличился. И вот страна не воюет. Да? В стране не было никаких массовых бедствий, там, землетрясений, каких-то наводнений, ничего подобного не было. Экономика растет. В минимальных параметрах находятся инфляция и безработица. С чего вдруг на 2 триллиона у вас в мирное время растут расходы? Значит, из-за полной финансовой безответственности демократической партии, которая раздавала социальные блага, не считаясь с доходами, не считаясь с какой-то рассудительностью и разумностью, с каким-то прагматизмом, в том числе и оплачивая вот всю эту вакханалию с массовым притоком иммигрантов и их осаждением на социальные дотации. Вот сейчас рубка идет между республиканцами и демократами по поводу шатдауна. Значит, демократы требуют: добавьте 1,5 триллиона. Добавьте 1,5 триллиона на бюджет. Демократы требуют. Республиканцы говорят: нет, по нулям. Вот как бюджет сверстали, так и будет. В итоге, да, пришлось заморозить деятельность федерального правительства. Что это означает? Это означает, что по временной схеме будут профинансированы только списочные, реестровые, самые критические ведомства и службы, а остальные садятся на голодный паёк, и там идут сейчас сокращения и увольнения. Республиканцы используют шатдаун для того, чтобы провести, а точнее продолжить и завершить тотальную зачистку федерального государственного аппарата в Штатах от демократических назначенцев и лоялистов старых. Они их всех сейчас под лозунгом экономии из-за шатдауна увольняют, причем увольняют без права восстановления, когда бюджетный кризис прекратится. И под этот нож республиканские пойдут десятки тысяч как минимум сейчас федеральных служащих, и они уже не вернутся. На выходе из шатдауна он произойдет, потому что в конце концов, когда они завершат чистку, республиканцы согласятся на компромисс. Хорошо, черт с вами, демоны, не 1,5 триллиона добавим на расходы, да, а, допустим, 1 триллион или 500 триллиона или 700 миллионов. Но добавят что-то. К тому времени федеральная бюрократия будет очень сильно трампизирована. И этот будет такой своеобразный приз для нынешней администрации Байдена. Вот он почему такой довольный слон республиканский, вот он почему так спокойно и снисходительно себя ведет, общаясь со средствами массовой информации. Кстати, все расходы, которые сейчас урезаются под флагом экономии, они приходятся в основном на те штаты, где у власти находятся демократы. А мощнейший удар наносится по штату Нью-Йорк, откуда избран в Сенат Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате и главный соперник Трампа в Конгрессе, главный организатор борьбы против Трампа и его программ. Вот по ним и наносится удар в ходе шатдауна. Так что в итоге финансовый кризис Штатов продолжится. Я вовсе не отношусь к тем, кто прогнозирует, что вот-вот Америка там загнется, вот-вот доллар там лопнет, как мыльный пузырь. Ничего подобного не будет происходить. То есть Америка будет дальше развиваться, продолжая наращивать государственный долг. Но надо понимать, что там в конце, надо заглядывать все-таки за горизонт. Вот сегодня они тратят ежегодно $1 триллион на обслуживание этого госдолга в 37 триллионов. Ежегодно просто отдают на обслуживание. Скоро будут 2 триллиона тратить ежегодно.
потом будут 3 триллиона тратить, а вся доходная часть бюджета сегодня – это 5,5 триллионов. Вот представь себе, вы всего доходов вы собираете по налогам и сборам 5,5 триллионов, а из них 2, а потом и 3 триллиона вы отдаете на проценты по накопленному долгу. Что происходит в этой ситуации? В этой ситуации кредиторы перестают вам давать новые кредиты или выдают на совершенно уже драконовских условиях. Вот. То есть возникает некая негативная пирамида, удорожание новых очередных кредитов и ухудшение резкое всех вообще федеральных программ, которые неизбежно прокатятся волной негатива по экономике. Иными словами, я не хочу предрекать Америке никакого там полного краха, но ей точно будет не до Европы, не до Украины, не до Ближнего Востока, не до Ирана и даже, может быть, не до Панамы и Венесуэлы. Они будут заниматься своими делами, своими бюджетными проблемами, своим государственным долгом, а вовсе не раздачей туда-сюда какой-то там американской помощи. И это уже достаточно близкая перспектива. Вот такое капитальное перераспределение внимания, приоритетов и государственной политики, и бюджетной политики. Тогда зачем Трамп, взялся за армию? Зачем Трамп, так ведет себя с Россией, по крайней мере, по заявлениям? За армию взялся Пит Хексет, симпатичный малый такой. На него интересно смотреть, весело на него смотреть. Весь там такой мощный, татуированный. Он собрал действительно 800 высокоподставленных военачальников американских там на спецбазу Квантика. И что он там будет? Он будет требовать от них, значит, первое, вы должны сами физически соответствовать армейскому стандарту, а во-вторых, вы должны по профессиональному профилю своему тоже отвечать вот определенным категориям и стандартам. Мы все это будем регулярно проверять. Я так в порядке шутки написал, он такой здоровый мужичок-то, Пит Хексет, что он сейчас всех, кого он сможет в давлении вот так вот на руках положить в течение 30 секунд, он всех уволит. А он действительно хочет из там огромного числа генералов, накопленных прежними администрациями, там раздавали генеральские должности вовсе не за заслуги какие-то реальные, служебные или военные. Вот он хочет всех, кто не соответствует хотя бы вот одному из этих двух стандартов, а лучше двум, поувольнять. И, соответственно, деньги сэкономить и кинуть их на военную подготовку, тем более, что он уже возглавляет не Министерство обороны, это уже Министерство войны. Вот. И да, он хочет, чтобы готовность к войне, которую могут вести Соединенные Штаты, проверялась ежемесячно, и эта готовность была реальной, а не бумажной. Ну и пусть, слава богу, займется. Почему бы и нет? Это точно не будет заокеанская война. Вот, в исполнении Пита Хексета и верховного главнокомандующего Дональда Трампа. Вот я не вижу ни одной причины, которая заставила бы нынешнюю Америку послать войска за пределы Соединенных Штатов. Мы точно в пределах, мы точно в течение вот этой каденции президентской Дональда Трампа не увидим американские войска нигде. Более того, они реально готовятся значительную часть войск, уже размещенных в Европе, вытащить оттуда. Это слишком дорого их там содержать. И вернуть в родные пенаты. Вот в эту программу я верю. Ну, смотрите, тут же какой момент. Если, как Орбан сказал, действительно Европа будет всячески вступать в войну с Россией, то Соединенным Штатам Америки, как ни крути, придется тоже включаться в этот процесс. Ну, вот казус Бейли – это захват российского танкера. Причем об этом пишет французская пресса. Российский танкер, спецназ захватили, все. По всем международным стандартам уже можно войну объявлять. Ну, они сами так сказали.
Ну, если мы так посмотрим вглубь, то это не совсем российский, как бы российского флага там нет, танкер, понятно, из теневого флота, но ему инкриминируют тоже очень интересное, что с него запущены были дроны, которые кошмарят последнюю неделю там Европу. И вроде как, ну, как бы специально, искусственно созданный вот этот инцидент. Сегодня в Копенгагене в очередной раз все обратили внимание, что Макрон на общей фотографии протокольной опять влюбленными глазами смотрит на Зеленского. Это какая-то связь? Да, и я бы здесь пригласил бы, может быть, каких-то более квалифицированных специалистов, чем я, вот по этой сфере отношений, ну, чтобы они как-то попытались на основе языка тела, языка вот этих взглядов, улыбок и скупых, а иногда не очень скупых мужских объятий, как-то вот объяснить природу этих отношений. Мне они непонятны. То есть я не вижу здесь политического содержания, как политолог. Но вот вы упомянули другой замечательный эпизод, на котором мне хотелось бы остановиться. Он очень важен. И в отличие от той болтовни, которой занимаются лающие головы на телеэкранах постоянно, есть термин «говорящие головы», я их называю «лающие головы», бессмысленный такой вот какой-то агрессивный лай идет. Так вот, в отличие от той пурги, которую они, как правило, несут, что вот завтра там Третья мировая война, вот ужас, что то ли Россия нападет на те или иные страны соседние, там балтийские в основном называются, или там Румыния с Молдавией, то ли кто-то наоборот на Россию нападет. Значит, ничего этого пока не просматривается. Но какой любопытнейший исторический эпизод его возвращения мы можем наблюдать. Вот состоялся этот казус Белли с судном танкером, который захватили французы. Да, неподалеку от порта Сен-Назер, это на Атлантическом побережье Франции, западном, был задержан этот довольно крупный танкер «Пушпа». 244 метра. Сейчас на всех экранах европейских в первую очередь показывают этот танкер. 244 метра, шел под флагом Бенина. Значит, но где он был загружен? Чья там нефть? Понятно, что танкер там менял несколько раз флаги и названия, но самое-то главное, чью нефть он везет, откуда и куда. Танкер загрузился в порту Приморск, залился нефтью и следовал с этим грузом в индийский порт Вадинар и должен был прибыть туда 20 октября. По пути, проплывая из Приморска, естественно, он должен был проследовать через всю акваторию Балтийского моря. И вот там, когда он проплывал мимо Франции, внимание, будучи в нейтральных водах, его в нейтральных водах перехватили французские военные, был высажен практически десант на его палубу, зашли там жандармы и военные, в итоге арестовали капитана и его заместителя, доставили их на берег, предъявили обвинение, задержали, допрашивают, да, и сейчас будут предъявлять претензии. Причем судно из нейтральных вод затащили принудительно в территориальные французские воды, чтобы возникла юрисдикция формальная. Да? Вот. То есть не само судно туда зашло, а они его туда отконвоировали. Какие могут быть реальные претензии? Сначала вот это. Зададимся этим вопросом. Отвергнем заведомые глупости. Якобы с борта этого судна взлетали там дроны, которые потом маячили возле аэродромов в Дании. Самих дронов никто так и не нашел, их нету следствия. Никаких фактов, привязывающих танкер к каким-то мифическим дронам, тоже нет. То есть этот предлог, он просто рассыпается. Это для того, чтобы пыль в глаза пустить международной аудитории. Все сведется, судя по всему, вот к этой самой саге про теневой флот, в кавычках, якобы нарушающий какие-то санкции
Евросоюза. Ребята, простите, а кто вам дал право вводить какие-то санкции? Почему вы присвоили себе право объявлять, что вот этот человек, эта страна, этот отправитель не может этот товар отправлять своим покупателям через международные торговые пути, мы это запрещаем, и мы будем это отбирать. Вот кто вам это разрешил делать? Кто вас этим правом наделил? Вы сами себя наделили, но тогда будьте готовы к тому, что аналогичным правом могут наделять себя и другие страны. И почему, скажем, не может собраться Россия, там, Китай, Индия и не сказать, а вот этот груз мы запретим возить вот этим странам, например, Франции, да? А если они не послушаются нашего запрета, ну, будем тогда перехватывать сюда. Знаете, что это... Да, еще раз подчеркну, морские перевозки нефти из России в Индию не запрещены. И даже санкциями, дорогие друзья, не запрещены. Морские перевозки нефти из России в Индию не запрещены. Вы не хотите морские перевозки нефти в Европу принимать? Это ваше право, это ваши порты. Но никто вам не давал. Вы не смеете запретить России перевозить свою нефть в Индию. То, что вы сейчас делаете, это очень серьезный поворот. Это называется или пиратство, если государство не выдает лицензию на перехваты. А если государство выдает лицензию на перехват судов, это называется каперство. Нечто подобное, как историк рассказывает, это удивительный был эпизод. Значит, этим занимались государства, начиная с XVI века. Знакомо наверняка нашим слушателям имя Фрэнсис Дрейк. Великий капер, великий мореплаватель, кстати, второй после Магеллана совершил кругосветное путешествие. Вот он как раз, имея лицензию от Елизаветы I, каперскую лицензию, а выдавалась лицензия сразу на каперство и на возмездие. То есть все суда из враждебных держав ты имеешь право атаковать. А те, кто нас атакует, наши суда, ты имеешь право им наносить возмездие. И сразу давалась лицензия на каперство против чужих судов и на возмездие против тех, кто атакует наши суда. Вот это двойную лицензию имел как раз Фрэнсис Дрейк, который стал сэром на этом, который обогатил британскую корону. Потом каперством активно занимались американцы. Очень активно занимались, и во время войны за независимость очень серьезно потрепали британцев и раскололи на огромные деньги. А знаете, когда последний раз рассматривался вопрос о каперстве, причем термин этот присутствует, это мало кто знает, в американской конституции. Американский конгресс может выдавать лицензии на каперство. Да? А последний раз, значит, сейчас я вспомню, в 4-м и в 7-м годах вносился в американский конгресс Рон Пол, есть такой замечательный, выдающийся, я считаю, конгрессмен американский, вносил проект закона о каперстве, чтобы давать возможность американским частным кораблям, частным военным кораблям, значит, перехватывать враждебные суда в море. Ну, не прошли эти законы, но прецедент есть. Вот сейчас, я подытоживаю, извините, чуть затянул, если замечательные французы, возглавляемые таким отважным лидером, как Эммануэль Макрон, создадут этот прецедент, если с этим грузом нефти, который сейчас французы задержали в нейтральных водах, отволокли к себе и сейчас пытаются что-то на этом построить, если этот каперский акт состоится, ну, тогда прецедент налицо, и я не вижу никаких причин, почему, скажем, Государственная Дума не начнет выдавать каперские лицензии, причем на каперство лицензию и на возмездие, и не начнется охота на французские суда, которые вот это допустили, с целью компенсации нанесенного ущерба. А если потом, например, Бельгию все-таки продавят, и она все-таки позволит конфисковать российские активы, хранящиеся в Евроклире,
да, на там около 200 миллиардов евро. И вот если будет состоиться конфискация этих активов, ну тогда, значит, бельгийские суда и прочие европейские суда будут под угрозой каперства и возмездия. Вот мы возвращаем Европу и мир в XVI век, расцвет каперства. Но пик, кстати, продолжался аж до середины XIX века, когда после Крымской войны почти 50 государств договорились и подписали конвенцию о запрете каперства. Но теперь мы возвращаемся вот в эти славные времена. И сомалийские пираты будут бледнеть от зависти, когда они увидят, во что неразумные политики 21 века ввергли этот забытый Господом мир, как пелось в одной хорошей песне. Сергей Борисович, сегодня выступление Путина на Валдае. Возможно, многие из них уже услышали это выступление к моменту выхода этого видео, но все ждут какого-то ответа. Понятно, что там валдайские выступления это вот о глобальном, да, там Песков делает анонсы, что весь мир там потрясет, это новое заявление про полицентричность, про многополярность, про отношения, там, видимо, традиционные ценности. Это вот больше такой глобальный посыл. Но всех же интересует, что скажет Путин по Украине. Как вы думаете? Ну, тут я не берусь предвосхищать полностью то, что произнесено будет. Конечно, вот понятна примерно тематика, которая должна быть затронута. А вот что именно будет сказано, очень гадательно можно говорить, что я хотел бы услышать. Вот был такой замечательный посыл, несколько раз он звучал, да, что со стороны Трампа, что давайте все-таки организуем встречу. Все-таки этот конфликт очень персонализирован. Военный конфликт между Украиной и Россией. Вот, дескать, они так страшно не любят друг друга, что такую личную неприязнь друг к другу испытывают, что вот даже не могут ни о чем вообще договориться. И если, дескать, я все-таки пробью и организую их личную встречу, то, дескать, вот можно будет развернуть этот страшный тренд, уносящий там еженедельно некоторые тысячи жизней. Звучало это, и Трамп только что опять это все повторил. Как вот эти самые участники предполагаемой встречи реагировали? Путин, напомню, говорил, что да, я готов встречаться, и даже пригласил в Москву. Значит, Зеленский ответил: нет, Москву не могу, пока идут военные действия между нами, нас атакуют, поэтому не Москва. Дальше была пауза, дальше возникла идея, кстати, я ее в том числе и у вас высказывал, тогда почему не Минск? И, кстати, Александр Григорьевич Лукашенко повторил тогда приглашение: точно давайте в Минск, и даже намекал, что он тихо посидит, он не будет вмешиваться во время этого разговора, и, может быть, даже картошки там пожарит участникам, его любимое блюдо. Вот. Минск как молчаливо, не публично, был, видимо, Зеленским отвергнут, и он назвал Астану, встречаясь с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ну, тогда может быть Астана. Помните, стадион так стадион, Астана так Астана. В чем, собственно, загвоздка? Почему, скажем, не уже вот вскоре после Валдая не встретиться в Астане? Нужно только предъявить повестку дня. Вот совсем без повестки встречаться невозможно. Вот даже встреча на Аляске, она же была по согласованной повестке. Повестка все-таки согласовывалась. Вот. Да, иногда лидеры встречаются на так называемую установочную встречу. Очень важный момент. Обычно в начале, когда кто-то приходит к власти или какая-то эпоха завершилась,
да, и надо спланировать взаимодействие государств на новую эпоху, проводится установочная встреча. И вот меня там, когда я что-то написал у себя на эту тему в телеграм-канале, Станкевич объясняет, мне пошли вопросы из Украины, а почему не может быть вот такая без предварительно проговоренных каких-то позиций, без подписания документов, установочная встреча Путина с Зеленским? Почему с ним нельзя такую встречу провести? Ну, во-первых, установочная встреча, коротко поясню, что такое. Это важно представлять себе. Вот такая механика большой государственной политики. Что такое установочная встреча? Вот встретились все-таки два явно легитимных представителя двух серьезных государств. Насколько мы планируем? Это вы о Зеленском и Путине. Нет, я сейчас вот, например, как в Астане это проходило, и как в других местах, вот я видел это в исполнении Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России. Я это видел своими глазами, я в этом участвовал. Как это происходит? Значит, ну вот на 4 года вы во власти, 4 года мы будем взаимодействовать. Давайте мы определимся, какие вопросы в нашем взаимодействии мы сможем эффективно рассмотреть в 4 года и с перспективой. Это активная повестка дня 4 года и перспективная на 10 лет. Давайте. Выстроили, определили 7 вопросов. Мы можем установить их приоритеты. Что более срочное, что менее срочное, можем. Выстроили по приоритету. Дальше. Давайте позиции по всем этим 7 вопросам. Чего мы не хотим, чего вы не хотите по этому вопросу, чего не готовы допустить никогда. И желаемая ситуация по этому вопросу. Прошлись, каждый сказал, чего не хочет, какая желаемая ситуация. А теперь давайте попытаемся выстроить некий баланс, где вы можете уступить в обмен на уступки в другом месте. Выстраивается баланс. Ну, допустим, из 7 по 4 выстраивается, по 3 ну никак не выстраивается, уперлись. Тупик взаимной непримиримости. ТВН. А можем мы отложить вот эти 3 вопроса, по которым мы баланс не выстраиваем? Можем отложить, откладываем. Значит, замораживаем нынешнюю ситуацию, никто односторонних преимуществ не добивается, значит, ждем, изменится ситуация. Вот что такое установочная встреча. Извините, я опять затягиваю, вы меня останавливаете, кстати, я могу увлекаться. Так вот, такого рода, не точно такая, но такого рода установочная встреча уже была у Путина и Зеленского. Она была в декабре 2019 года, они в Париже таким образом общались. Причем, как правило, некоторые вещи с глазу на глаз проговариваются, и там Путину с Зеленским переводчика-то не нужно было. Да? Вот была такая установочная встреча, и причем после встречи еще идут догоняющие консультации, то есть многое детализируется, уточняется и так далее. И такого рода установочная встреча была у Путина с Трампом на Аляске. Все. Вот все эти там 7-8 пунктов, я не случайно, кстати, сказал 7-8, именно там они были проговорены, по ним сказано было, чего не допустить, и какова желаемая ситуация, были выстроены балансы, и вот сейчас, когда там на полях Генассамблеи Рубио встречался с Лавровым, были отсылки к этой встрече. То есть мы продолжаем, мы держимся вот в том русле установочной встречи, которые состоялись. Может быть еще одна установочная встреча у Зеленского с Путиным. Теоретически может, но вопрос будет главный один, а дальше просто детализация этого вопроса. Вот этот главный один вопрос на их установочную встречу – это оформление управляемого неполного поражения, которая достигнута в ходе боевых действий. И это предполагает в том числе и уход Зеленского в отставку, и возможность проведения выборов, совмещенных с референдумом по мирному договору России и Европы, и многие другие вещи. Подождите, ну а как? Если Украина... Вот это и надо обсуждать. Подождите, если Украина выигрывает, вот вы же, тоже... Смотрите, о какой управляемой там неполном поражении идет речь. Если, например, начальник генштаба украинского говорит: слушайте, а мы ищем, как в Москве блэкаут устроить.
У нас же Украина сейчас регионально очень такая проблемная ситуация в Сумской, Черниговской области, да, били по Одессе, выключался свет. В Днепре что-то произошло, ну что непонятно, ну там разогнали как бы панику, немножко напустили туману, но тоже проблемы по регионам страны с электроэнергией. И, судя по всему, ситуация будет дальше хуже. Блэкаут, и еще похолодает сильнее, будет, собственно, очень и очень тяжело. Зеленский четко говорит, у нас будет блэкаут, у вас будет блэкаут. То есть установочное неполное поражение чье? То есть мы будем выстраивать не баланс взаимных интересов, а баланс блэкаутов. Да? Кто кому больше электричества отключил? В этом будем состязаться. Но для этого, извините, не нужна встреча на уровне президентов, для того, чтобы эту увлекательную тему каким-то образом обсуждать. Вот мы как-то говорили с вами тоже в наших предыдущих беседах о том, что военный конфликт между Россией и Украиной сейчас – это по классификации теоретиков войны, это война с ограничениями. Война с серьезными ограничениями. Для России в основном эти ограничения. Да? Украина воюет на пределе возможностей. И на пределе возможностей и своих, и возможностей своих реальных союзников, если, так сказать, отвлечься от мифов и легенд на эту тему. А что касается России, то она воюет без военного положения, без мобилизации тотальной, без полной перестройки экономики на военные рельсы и даже без военного бюджета. Потому что основные параметры бюджета российского – это размер дефицита, размер государственного долга, общий размер военных расходов, их доля в бюджете и так далее. Это все характеризует скорее бюджет мирного времени, а не военного. Да? Ну и, конечно, самоощущение, вот образ жизни граждан российских, он не военный. Это, в общем-то, обычный образ жизни, я могу это свидетельствовать. Значит, и еще важные ограничения, которые уже касаются Украины: нет полномасштабной войны городов и полномасштабной инфраструктурной войны. Их просто нет. Вот те эксцессы печальные, трагические, в любом случае крайне ненужные, но они все-таки происходят как эксцессы. Никто не атакует всерьез города как объекты. Никто не атакует базовую инфраструктуру именно как вот основную цель. Ни в коем случае. Хотя вот в последнее время такого рода пробы участились. Если это все пойдет в дело, то есть если ограничения будут сниматься, а они, скорее всего, вот сейчас в течение зимы, я это вижу, я предчувствую, будут сниматься, да, пойдут блэкауты. Не думаю, что это кому-либо поможет. Не думаю, что это каким-то образом приблизит желаемый результат. Ну, но тогда это подождите, может тогда зачем Россия это делает? Я думаю, что вот в данном случае в значительной мере, ну, можете упрекнуть меня в пристрастности, у вас есть для этого право и основания, но в данном случае я вижу в основном попытку ответить и остановить. Ответить и остановить. Потому что слишком далеко зашли атаки против НПЗ. Впервые в России за долгие годы, да, вот наблюдаются перебои в снабжениях там, дизельным топливом, бензином. В отдельных регионах, конечно, не в целом по стране, но все равно это чувствительно, серьезно чувствительно. Тем более, что один из пострадавших – это Крым. Вот. И, конечно, возникают другие вопросы. Если идти дальше этим путем, вот, по выбиванию инфраструктуры, и не только инфраструктуры, связанной с генерацией электричества, как это происходит в случае с Украиной, а в случае с Россией НПЗ, но ведь может быть затронут и экспорт нефти и сжиженного газа из России. Значительная часть экспорта осуществляется по Черноморскому маршруту, не только по Балтийскому. Звучат призывы и Черноморский маршрут, и Балтийский
маршрут каким-то образом останавливать или, значит, вот так, как французы останавливают перехватом танкеров, или прямыми ударами какими-то останавливать, вводя там военно-морскую блокаду по существу вот этого экспорта. Вот если до всего этого дойдет, то да, ускорится отказ со стороны России от этих ограничений. То есть инфраструктурная война в первую очередь, а потом и война городов станет жуткой реальностью вот этого затянувшегося уже военного конфликта. И, конечно, его надо обязательно завершать, и причем были все возможности были у Дональда Трампа, давайте я ему брошу через океан упрек, в этом году закрыть конфликт. В этом году, и может даже вот в нашей с вами передаче излагалась схема, как это надо сделать. Да? Это аудит, опрос, транзит. Мы говорили об этом. Приехали ревизоры, провели реальный аудит, показали, вскрыли, предъявили всему миру картину жуткого разворовывания денег американских налогоплательщиков, соответственно, предъявили претензии всем фигурантам, чтобы у них не было возможности отпетлять и куда-то там пытаться переизбираться потом, не дай бог. Да? Приняли добровольную отставку Владимира Александровича Зеленского, власть перешла к спикеру Верховной Рады, которого тоже при этом поменяли, конечно, да, и дальше уже спикер организует, значит, под его руководством проходит опрос, который проводит американская социологическая компания, выявляются настоящие приоритеты ныне живущего на территории Украины населения, они, несомненно, более чем на 80% в пользу мира, даже ценой каких-то там территориальных уступок. Проводится вот этот опрос, дальше выборы президента, совмещенные с референдумом по основным положениям мирного договора. Это все в течение вот нескольких месяцев, даже, может быть, до года, в крайнем случае, до Нового года, в крайнем случае, до православного Рождества или Крещения. Хорошо было бы провести. Дональд Трамп, которому предложили внятный план действий, злостно уклонился от него и дистанцировался от украинского конфликта. Нет, стойте, подождите. Дистанцировался или нет, это мы посмотрим, чем закончится вот эта вся новая волна эпопея с томагавками. Wall Street Journal вообще пишет о том, что он что-то прям подписал. Ну, понятно, что это такие внутренние игры и глобалистской прессы против Трампа. Разведданные никто и не забирал у Украины, да? А тут прям подписал, и прям вот разведка пошла работать. Это исключительно, я так понимаю, перед Валдайская, вот, ну, в общем, специально для того, чтобы разжечь этот пожар. Тем более там же будет встреча Си Цзиньпина и Трампа, да? Как вам видится, почему вот тот план, который вы в очередной раз, да, расписали только Извините, что... повторяюсь, но, может быть, так дойдет почему не... Ну, Трамп ведь там же тоже не дураки, наверное, сидят, они же понимают, в чем слабые места, и поэтому не приняли этот план. Им все равно, они сейчас идут другой дорогой. Я думаю, они его приняли, но отложили. Они дали еще зиму на довоевать и допроиграть. Вот тандему в виде Киева и союзников в лице узкой группы европейских государств. Вот вам зима на то, чтобы вы довоевали и допроиграли. Потому что вы так настойчиво уверяли всякий раз, приезжая всей вашей агитбригадой в Вашингтон, Дональда Трампа, что да, там в Украине все в порядке, что Украина побеждает, что она наступает, что вот-вот, только вот чуть-чуть Европа сейчас включится и поможет, и давайте вы тоже присоединяйтесь, и победа не за горами. Вот он дал устав все это слушать и понимая, что если он их сломает, просто заткнет им глотки, он потеряет Европу, а он не хочет терять Европу. Она ему нужна униженная, нужна придавленная, нужна зачищенная от байденовской вот этой плеяды, да, от этого призыва элиты. Но Европа все-таки нужна. Это 500-миллионный рынок сбыта, уже сдавшийся по существу.
Трампу. Вот. Поэтому он не хочет сейчас продавливать немедленно завершение конфликта, хотя мог бы это сделать. Он дает им возможность пойти допроиграть, довоевать. Потом, когда они прибегут к нему через 3-4 месяца с разбитым лицом и дымящимся задом, он скажет: ну, что я вам говорил, погладит по головке, трет кровавые сопли и скажет: ну, что я вам говорил 3 месяца назад, вы помните? Я же дал вам возможность, вы же рвались. Ну, давайте теперь другой будет разговор. И он кому-то что-то поможет там компенсировать, кого-то подтащит, кого-то уволит. You are fired, скажет. Да? Но уже не даст никому пикнуть ничего героического. И это будет у него уже другой разговор. Вот на это он пошел, Дональд Трамп, но это будет стоить военной зимы. И это очень плохо и тяжело, но надо постараться пережить. Теперь вот, ну, по-моему, я все ответил, извините. Нет, смотрите, тут такой нюанс. Вот про томагавки вы еще спрашивали. Да, вот условно, ну, блэкаут в Москве, гипотетически, да, все понимают разницу, что, ну, вот это ответный блэкаут, то есть это не потому, что в Москве, грубо говоря, в каком-то объекте там делаются неимоверные вещи, и их надо уничтожить, потому что это имеется военный смысл, да, чтобы там не работало предприятие, или чтобы там люди это как сопутствующие потери, их отсутствие киловатт-часов в розетках и вольтажа. Но это вот четко видится, то есть это ответ. Или, например, муссируется тема: а давайте десант в Крыму запустим. Сейчас подхватили западных экспертов, украинские говорят, что это консервная банка. Вот вскрыть ее с Крыма, да, мол, в Крыму все началось, в Крыму все и закончится. И вот сейчас на Крым пойдут атаки, угрозы, десанты, в общем, операция, наступление и так далее. Такие сейчас гуляют, разгоняют вещи. Или другой вариант геймчейнджинга, да, мы видим, как там ситуация с Чернобыльской атомной электростанцией, которая без света осталась, включили на генераторы, ситуация, которая в Запорожской атомной продолжается, и сейчас МАГАТЭ в Гросе выходит, говорит, проблема. То есть мы же подходим к определенным опасным точкам, опасным линиям, и, ну, там, вплоть до каких-то даже там ядерных ударов и ответов может дойти. Контролируема ли сейчас ситуация? Как вам кажется? Ну, с трудом, но контролируемая. Потому что действительно вот эта вся дымовая завеса, весь этот информационный и пропагандистский морфий, или там какой-нибудь, не хочу других наркотиков упоминать, значит, вот то, что вливается в уши массовой аудитории, в основном, чтобы поддержать, конечно, вот украинское общество, чтобы оно, ему вкалывают вот в уши морфий, чтобы оно вытерпело еще несколько месяцев, чтобы затуманить как-то вот мозг, да, чтобы уколоться и упасть на дно колодца. Ничего за этим нет. Никаких операций в Крыму не будет десантных. Могут быть какие-то опасные попытки ударить по нефтеналивным танкерам, выходящим из вот Новороссийска, которые грузятся нефтью из Каспийского трубопроводного консорциума. Но это, извините, затрагивает интересы не только России, далеко не только России даже. Вот. Тут и Казахстан, тут и британцы, тут и американцы, которые являются акционерами этого консорциума и бенефициарами этих нефтяных отгрузок. Значит, вот там возможны провокации, которые кончатся ничем, но позволят попиариться на этой теме. Что касается ударов там по Москве, блэкаутов, вы там у себя в Кремле ищите, где ближайшие бомбоубежища. Значит, разведывательная информация как шла, так и идет. И не прерывалась. И не надо ее заново разрешать. Единственная возможность для этих самых дронов украинских сейчас долетать до московского периметра ПВО,
только потому, существует, потому что идет космическая проводка этих дронов. Невозможно перекрыть, огромно слишком Россия, широка страна моя родная, невозможно перекрыть все какой-то линией сплошной ПВО. Поэтому есть какие-то на наиболее дроноопасных направлениях какие-то там редуты и засады. И вот благодаря спутниковой проводке эти самые дроны могут обходить эти редуты и засады, перемещаемые, и доходить до московского периметра обороны. Ни один не прорвался даже вот в ближнее Подмосковье. Видим часто попытки прорыва. Периодически аэропорты, расположенные за городом, приостанавливают свои действия, но никуда на сколько-нибудь серьезный какой-то рубеж в Москве ни один дрон не прорывается. Почему? Потому что создали эффективный периметр. К сожалению, нельзя сейчас тут же растиражировать на все другие опасные какие-то объекты, но я думаю, будет это делаться и произойдут какие-то изменения в позитивном смысле. Мне непонятно другое, почему до сих пор не защитили НПЗ. Ребята, ну рвутся нефтяники. Я сам работал одно время тут в крупной нефтяной компании, общаюсь с этим миром. Они рвутся, они готовы сами себя защитить так, чтобы ни одна, извините, я цитирую, падла не подлетала к, значит, НПЗ, но им не дают возможности. Такой не разрешают иметь оружие у частных служб охраны, которые вот в этих НПЗ работают. Там есть полная готовность. Они, кстати, у себя уже создали все средства наблюдения, они приобрели, которые можно. Они там и наблюдают и радиолокационно, и тепловизорами наблюдают, и так наблюдают, и сяк наблюдают. Они все видят, а сбивать не могут сами. Только государство имеет монополию на это замечательное право, а вот государство, к сожалению, не успевает. Но вот стоит сейчас разрешить только какие-то, пусть хотя бы в ограниченном объеме, средства защиты применять самим этим нефтяникам, и более того сказать, ты пропустил, ты допустил очередную атаку на свой НПЗ, значит, тебе НПЗ не очень нужен, извини, ты его как-то не очень ценишь. Вот дать возможность защищаться и предупредить, и перестанут они, наконец, гореть. Иными словами, нет никаких таких вот какой-то Кощеевой иглы, вот сейчас мы ее найдем в каком-то там яйце, а яйцо в курице, а курица в зайце, и все. Не изменится таким образом ничего, дорогие друзья. Даже томагавки вот сейчас молились на Джавелина, теперь помолимся на томагавки. Вопрос, как запускается томагавк? Как он запускается? Он запускается или с надводного корабля, которых нет и не будет в распоряжении Украины с такими пусковыми установками и шахтами, или с подводного корабля, с подводной лодки, которых тоже нет и не будет в степях Украины. Еще есть одна возможность с Земли запускать. Это специально разработанная, суперновая, суперсекретная американская установка «Тайфун» для наземных запусков этих самых томагавков. Не дадут, никому не дают. Там в некоторых случаях вроде бы там кому-то что-то, по слухам, куда-то пытались из своих союзников, но Украину не дадут, еще и потому, что операторами должны выступать американцы на этих установках. Но не только поэтому, в принципе не дадут. Поэтому не будет никаких томагавков. Помните, как этот Верещагин в замечательном фильме сказал «Белое солнце пустыни»: нет, ребята, пулеметов я вам не дам. Вот Трамп в роли Верещагина говорит: нет, ребята, томагавков я вам не дам. Надо о мире заботиться. Надо делать так, чтобы возникла, кроме вот этой корпорации войны, которая смертельно вцепилась во власть в Киеве, чтобы возникло, наконец, какое-то движение за мир, какая-то партия мира. Но я даже думаю, сейчас вот мы говорили тоже об этом, почему где-то нет, вот, скажем, там в Будапеште, в Вене или еще где-нибудь какого-то центра консолидирующего движения за мир в Украине. Потому что любое продвижение к миру и призыв к миру будет тут же интерпретирован как вот работа в пользу России, будут там шельмовать, будут гонять, будут лишать. А России нужен мир? России нужен мир.
Подождите, И это не личные мои личные предпочтения целиком на этой стороне, но я в этом смысле не одинок абсолютно. Вот. Два слова еще. Значит, это движение может быть за мир по результату, но сейчас надо бить в другую точку – за выборы. Движение за выборы в Украине. Причем выборы без Зеленского. Выборы, которые не он организует и в которых он не участвует как кандидат. Вот за такие выборы движение, его трудно будет как-то однозначно списать как что-то такое только пророссийское или Россия организованное. Надо бороться за выборы. Действительно, слишком персонализирована уже эта война в случае Украины. И уход этого человека, добровольный уход, и его неучастие в организации новых выборов – это реальный путь к миру. Это волшебное средство, которое просто открывает путь к миру быстрый и надежный. Ничто больше не откроет. Давайте так. Хорошо. Сколько же было предложений? Уже же было заявлено от Зеленского, что, в общем... почему тогда Россия не сыграет в перемирие, не даст паузу на выборы в войне? Возьмет и сама предложит. Значит так, окей, вы хотите выборы, мы тоже. Пауза там сколько надо? Месяц, 2, 3 по ускоренной процедуре. Не так, что там раз и полгода ждать. Нет, допустим, если вы согласны проводить выборы во время перемирия, поймайте Зеленского за язык, давайте брать и проводить. Слушайте, все. Александр, вот вам модель. Но мы же с вами на эту тему договорились, да? Знаете, я предлагаю, вы тут же развиваете творчески мое предложение. Да, и вот так и надо теперь то же самое, что мы с вами только что проделали в этом эфире, то же самое надо сделать на высшем политическом уровне. Если Зеленский говорит, да, я готов ехать в Астану на встречу с Путиным, да, я готов. А что вы будете там обсуждать? Что будет на столе, когда вы сядете? Вот тут Путин, тут вы. А что между вами на столе? А между нами на столе будет текст, исходя из которого я согласен выйти в отставку и предложить новому руководству в лице исполняющего обязанности президента провести выборы. Но условием является то, что будет перемирие на 3 месяца до того, как Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов. Причем лично я не участвую ни в организации выборов, ни в качестве кандидата. Вот прекрасное предложение вы сформулировали. Да? Отправьте личное письмо. Россия на это не идет. Почему? Если в такой формулировке пойдет. Я не могу ручаться, как говорят, зуб давать, не могу ручаться на 100%, но на 67% смело поручусь, если так будет сформулировано, это, по крайней мере, готовность это обсудить в деталях точно будет. Кстати, проведите у себя опрос. На своем замечательном канале, у вас их несколько, проведите опрос. В такой формулировке, как вы считаете, реально ли этот план? И поддержат ли его украинцы? Не, подождите. Поддержит ли его Путин? Вот в чем вопрос. Я не могу вам... Потому что, смотрите, у нас будет 30-дневное или 90-дневное могу зеркальный опрос предложить, к сожалению. 90-дневное перемирие, выборы никакие, все развалится, ничего не будет, опять обманут, кинут, и опять надо начинать войну после 3 месяцев уже по новым линиям отстроенным, по новым... в этом же смысл военный. Вот тут я точно вам могу ответить, как человек, который знает, как это делается. Это должен быть договор, в котором обе части прописаны. И перемирие, и что должно происходить в процессе перемирия. Это подписывается как совмещенный такой согласованный пакетный план, где нельзя выполнить одно и не выполнить другое. Нет, вынимаешь один элемент, пакет распался. Да? И должны быть какие-то гаранты, да, действительно, которые будут наблюдать за тем, чтобы весь пакет был исполнен до конца. Это вполне выполнимая вещь. Это вещь, которая не будет
принципиальной новостью в международных отношениях. Ее можно реализовать. И я вас уверяю, что вот если послушают наш с вами эфир, а мне кажется, что послушают в офисе президента Украины, ну, если там есть разумные люди, для которых жизнь не кончается ни в 25-м, ни в 26-м году, общественная жизнь, политическая, может быть, даже жизнь. Но пусть они к этой идее-то все-таки присмотрятся повнимательнее. Ну, смотрите, тут такой тоже момент. Понятно, что много негатива, но и аргументов против, но есть аргумент за у Зеленского. Он может красиво отползти, несломленным героем, памятники будут ему ставить. Тут он, Микола Вересень говорил, будут памятники ему ставить через 30 лет. Ну, а что, нормально. А условно там довоюет кто-то другой. Но тогда возникает вопрос, что найдется ли такой человек, который захочет в таком состоянии принять страну, понимая, что он политический камикадзе, когда тот герой. Любой следующий человек, который зайдет, во-первых, не станет Зеленский уже национальным героем. И, увы, эта роль для него потеряна. И понятно, что он максимум, что может получить на выходе, это определенный пакет персональных гарантий для себя, семьи и какого-то ближайшего круга, который он сам обозначит. Да? И здесь уже как раз роль Дональда Трампа незаменима в этом отношении. И Россия каких-либо публичных-то точно гарантий на эту тему давать не будет. Вот. Вот что касается второй части, более важной вашего вопроса, а где этот герой или герои, которые возьмут на себя эту миссию якобы камикадзе. Нет, это не будет миссия камикадзе. Это будет миссия, извините, я так скажу, Зеленский 2.0. Вот когда Зеленский в 2019 году выиграл выборы с большинством в 73% и с мандатом на установление мира, вот он мог тогда сказать: не я начинал этот конфликт вокруг Донбасса и Крыма, не я призывал вас выйти на Майдан, и даже не я подписал Минские соглашения, пакетное соглашение Минск-2, не я подписывал. Это все вот эти предшественники сделали, это все вопросы к ним и претензии к ним. Да? А я пришел, чтобы исполнить, то есть чтобы вывести страну из войны, чтобы дать вам мир и шанс на благополучное будущее вам, вашим детям и внукам на поколение вперед. Вот это я сделаю. Но для этого я должен зачистить все то, что получил от предшественников, от попередников. Вот такая была у него ситуация. А у того, кто придет после Зеленского, Зеленский упустил все свои шансы. Вот если бы он это сделал, тогда бы были и памятники, и главы в учебниках истории, и все остальное. Это упущено. А вот кто теперь придет в качестве Зеленского 2.0, или как вот этого героя-то его сериала звали, я забыл, фамилию его не помню. Голобородько. Голобородько 2.0, точнее, да, вот Голобородько 2.0, когда придет, он скажет: вот этот мой предшественник, вот он втянул страну в войну, он не мог выйти из нее вовремя, хотя было как минимум 2 реальных шанса это сделать. Он затянул, он увеличил потери, он допустил колоссальное разрушение нашей территории, нашего промышленного потенциала, он загубил нас демографически, да, но я всего этого не делал. Я не мог это остановить, но я всего этого не делал. И я пришел к власти сейчас, чтобы все это развернуть назад, чтобы вернуть в страну реальную жизнь, чтобы восстановить экономику, отстроить города, чтобы было мирное небо для ваших детей, ваших внуков и на поколение вперед. Мы больше никогда ни с кем не воевали. И чтобы с соседней страной, которая никуда не денется, которая на века будет рядом с нами, соседом, да, и по многим причинам самым важным соседом будет, вот чтобы с нею было снова, спустя какую-то трагическую, может быть, паузу на переживание и зализывание ран, снова будет дружба, сотрудничество и партнерство. С этим я пришел. Вот в моих руках вот это будущее. Вы за него проголосовали. Возьмемся за дело. Вот так это должно происходить. И ничего фантастического в моих словах нет. Абсолютно. И никакой я нафиг не идеалист. Я отвечаю возможным
оппонентам, которые там что-то будут строчить под нашим с вами эфиром в Ютубе, да, это реальный путь. Он открыт. И кто-то должен найтись. Я не собираюсь делать выбор за украинских граждан и за украинский народ и называть тут фамилии и сравнивать шансы. Это вообще не мое дело. Я не вмешиваюсь в этот вопрос. Но, извините, вопрос войны и мира – это наш общий вопрос. И вот в него я вмешивался и буду вмешиваться и дальше, особенно на своем телеграм-канале. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, что думаете. Построчите в комментариях. Давайте. Берегите Больше себя. позитива. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.